Доброго всем здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала Ирина Огонек. И сегодня я хочу вас угостить одним обалденным блюдом. Вот такое вот блюдо. Это тушеная капуста с картошкой и мяском. Ароматное. Ну, скажу честно, обожаю капусту и все блюда с ней. И сейчас мы пойдем с вами готовить. Но перед этим, кто не подписался, подпишитесь на мой канал. Кто не поставил лайк, поставьте. Ну или дизлайк. Так, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и обязательно комментарии. Друзья, наши комментарии – это наше общение. Я очень хочу знать, что вас интересует, что бы вы хотели видеть в моих видео и попробовать. Ну и также народная медицина. Если у кого-то какие-то есть вопросы, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. Если не знаю ответа, все равно найду и отвечу. И ваши проблемы мы решим. Ну, а сейчас пошли, родные, готовить. Ну и так, друзья, какие же мне продукты понадобятся для того, чтобы приготовить вот такую вот вкусную тушеную капусту с картошкой? Ну, первое дело – это вот такое вот мяско. Это мясо наполовину с салом. Свежее, не соленое. Я его порезала вот такими вот кусочками. Это самое лучшее мяско для тушеной капусты. Картошка порезанная вот такой вот соломкой. Капусточка. Немало. Кстати, о капусте. Летает аист над полем с капустой и плачет. К нему подлетает второй и говорит: слушай, родной, а что ты тут летаешь и плачешь? Он говорит: как чё? Говорит: ребенка потерял тот. Как потерял? Говорит: да то, что потерял, говорит, то еще полбеды. Говорит: так потерял же над конкурентами. Так что, ребята, после вашей улыбочки моя капуста будет вообще идеальная. Ну и, естественно, лук, порезанный полукольцами. Ну как же без него-то? Ну и еще у меня пойдет сацабели. Но так как у меня сацабели осталось совсем чуть-чуть, я сюда немножечко долью томатного сока своей консервации. Это своя личная консервация со своего огорода, своими руками сделанная. Вот так вот немножечко дольем. Ну, а помидорки потом съедятся. Кстати, ребята, это помидорки, вот я показывала, ну, сейчас уже не видно, да, те, что я консервировала, что у меня были сиреневые. В консервации они становятся обычными красными. Обидно, но вкусно. Итак, я уже все приготовила. Сейчас закрою баночку и все переколочу. Вот, мои продукты готовы. Я сейчас иду готовить. А вы, пока я туда буду перебираться, быстренько подпишитесь на мой канал, если до сих пор не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставим лайки, дизлайки, кому как нравится. Ну и, естественно, пишем комментарии. В комментариях спрашиваем, задаем вопросы, пишем свои рецепты. В общем, все, что ваша душа пожелает. Естественно, у меня есть и народная медицина. Может, кому-то что-то интересно об этом знать. Какие-то проблемы. Пишите, я все комментарии читаю, стараюсь на них отвечать.
И обязательно, если у нас нарисуется какая-то проблема, мы ее с вами решим. Ну а сейчас я пошла готовить, а вы со мной. Ну вот, друзья, я перебралась к плите. Сейчас обдула поджигать. И ставим сковородочку на огонь. Немножечко наливаю растительного масла. Хоть мяско и жирное, но все-таки жира там недостаточно, чтобы сразу можно было без масла его жарить. И даже не дожидаясь, пока мое масло разогреется, я отправляю мяско. Вот так вот его разложу. И будем его подрумянивать. Ну и до следующей порции. Вот так вот, ребятушки, подрумянилось немножечко мое мяско. Я его пока не накрывала крышкой. Просто вот так вот подрумянивала. И сейчас сюда я отправляю лук. И вот так вот лук я буду обжаривать буквально пару минуточек, чтобы потом в дальнейшем он не пригорел, когда я добавлю картошку и капусту. Просто, как говорится, я дам мясу впитать запах лука. И сюда, ребята, я добавляю немного приправы. Вот так, совсем чуть-чуть. Ой, какой аромат уже пошел. И сюда же у нас пойдет сушеный чеснок. Чеснока у нас мало, но главное, чтобы запах дал. Ой, ребята, стоять здесь невыносимо. Уже хочется это все жевать. Пусть даже сырое. Вот немножечко протомила лук. Все приправки отдали свои запахи. И сейчас я выкладываю картошечку. Картошку жарить буду практически до готовности, чтобы она была румяной. Крышкой пока накрывать тоже не буду. Мне нужна румяная корочка в картошке. Ну и я жарю, а вы ожидайте, пока я ложу снизу капусту. Ну вот, ребятушки, вот так вот подрумянилась моя картошечка до полуготовности с мяском. Ой, это и так было бы шикарное блюдо, но очень калорийное. Мы его калории немножечко разбавим. И добавим капусточку.
Немножко перемешаю, чтобы капусты меньше на полу было. Аккуратненько постараюсь. Так, не вылезать. И с этой стороны еще немножечко. Так, вся капуста на место, в сковородку. Прикручиваю огонь на минимум. И накрываю крышечкой, чтобы капуста упарилась. Ну и, конечно же, буду помешивать. Ну вот, друзья, вот так вот упарилась моя капусточка. Как видите, ее стало поменьше. И сейчас можно свободно перемешать. И вот теперь вот на этой стадии я капусточку посолю. Отправлю сюда томатный сок из сацебели, все, что осталось. И еще разочек все перемешаю. И протушу еще минут 10-15. Какая красота, ребята! Все-таки очень жаль, что камера не передает запах. Запах — это божественный запах. Обожаю капусту, поэтому все перемешала. Маленький огонек, и пусть еще тушится. Периодически еще буду помешивать. Ну вот, друзья, вот такая у нас ароматная, обалденная капусточка тушеная получилась. Аромат стоит вообще непередаваемый. Слюнки текут. И я обязательно ее с вами попробую. Хотя я сегодня же готовила еще и капустничок и угощала вас. Если кому-то интересно, ссылочку я оставлю внизу в описании. Ну, а я обязательно сниму пробу. Ну, не могу же я вас угостить невкусным. Нам сразу попало мяско. Мяско стушилось. Даже жевать не надо. На соль и кислоту капуста получилась идеальной. И сейчас попробую картошечку, сготовилась ли она. Да, все просто замурчательно. О, ребятки, анекдот. В общем, сидит хозяйка, на кухне тут заходит кум, смотрит на куму и удивляется. Говорит: слышь, родная, а ты что, мясо ешь? Ты же вегетарианка. Она: это не мясо, это кролик. И я не ем, а мщу. Он не понял. Она: ну это месть. Этот заяц ел мою капусту. Вот, ребята, я тоже тому зайцу отомщу, я сама съем свою капусту. Но
позже, потому как я только что тарелочку капустничка съела, а я норму знаю. Больше ведра не съедаю. Так что капусту я оставлю на вечер. А вас, родные, как всегда, попрошу. Кто не подписан на мой канал до сих пор, подпишитесь. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также ставим лайки, дизлайки, кому как нравится. Пишем комментарии. И в комментариях обязательно пишем рецепты, что нравится, что хотите видеть. По народной медицине задаем вопросы. Я все комментарии читаю, стараюсь на них отвечать. Ну и обязательно, если у нас нарисуется какая-то проблема, мы ее обязательно решим. И не забудьте поделиться этим видео в своих соцсетях со своими друзьями. Вам это не сложно, а моему каналу помощь. На этом я прощаюсь с вами до следующего видео. Ваша Ирина.